Всем привет! С вами я, Жанна Рыбкина, и вы на канале Вязать Просто. В сегодняшнем ролике я расскажу вам, как научиться набирать петли на спицах. Для этого нам понадобится клубок ниток и спицы. Итак, чтобы набрать петли, мы берем нитки, оставляем вот довольно-таки длинный хвостик, но все зависит от того, сколько вы петель хотите набрать. Я буду набирать 20 петель, я оставлю примерно хвостик вот сантиметров 30. Дальше вот таким образом кладем нить на руку. То есть у нас вот указательный палец, рабочая нить от клубка, она уходит вот как бы туда, вот под пальцы. А хвостик, который у нас останется после набора, он у нас вот так ложится на большой палец. И вот таким образом мы держим сейчас нить. Вот так. Дальше тремя пальцами, вот мизинцем, безымянным и средним, мы придерживаем нити, а двумя пальцами вот как бы образуем вот такую вот петлю. Далее берем спицы, складываем их вместе, две спицы. Этот способ набора называется итальянский. Их существует, вообще способов набора петель существует очень много. Я сегодня с вами поделюсь именно таким способом. Итак, берем две спицы и дальше начинаем набирать петли. Вводим спицы вот под вот эту вот как перекладину из нитки, которая лежит у нас на пальцах. Вот таким образом вводим под нее спицы и вот так перекручиваем вот по часовой стрелке. При этом следим, чтобы у нас нить с пальцев вот левой руки, чтобы она не соскользнула. Вот у нас получается такая петля на спицах. Далее берем спицы и придерживая вот эту образовавшуюся петлю, мы спицы вводим вот как бы вот под вот эту нить на большом пальце. Здесь у нас вот две нити такие, между ними вводим вот так. Затем под нить, которая у нас на указательном пальце, и дальше спицы обратно вот как бы вот между двумя вот этими нитями, которые на большом пальце у нас. Вот так делаем. Вот что у нас получается. И отпускаем нить с большого пальца и чуть-чуть подтягиваем. И вот у нас получилось уже две петли. Дальше мы опять берем так большим указательным пальцем вот эти два хвостика нити, один уходит, рабочая нить уходит у нас вот в клубок, вот, и хвостик, который у нас идет такой вот. То есть берем вот так большим указательным пальцем эти две нити и держим вот таким образом, и повторяем ту же самую манипуляцию. То есть мы вводим сначала две спицы под нить, которая вот у нас лежит на большом пальце, потом вот так ведем спицы, вводим вот под нить, которая лежит у нас на указательном пальце, затем обратно вот между двумя нитями, которые на большом пальце, и вот эту петельку как бы вот мы ее отпускаем, подтягиваем нити, кончики нити. Вот у нас получилось уже 3 петли. Снова берем вот эти кончики, вот так, кладем их на указательный палец и большой, и вот так эти два кончика прижимаем вот тремя пальцами. Опять вводим спицы под нить на большом пальце, затем переворачиваем спицы, вводим их под нить, которая лежит на указательном пальце. Потом снова вот ведем под нить на большом пальце. Вот видите, да, что у нас получается. И отпускаем вот эту нить, которая на большом пальце.
подтянули. Вот у нас уже 4 петли получается. И таким же образом набираем все оставшиеся петли. Способ очень простой, доступный. Край с таким способом получается очень красивый. Вот так. Все, я надеюсь, все было понятно и ясно. Если что-то вы не поняли, спрашивайте в комментариях, с удовольствием отвечу. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки обязательно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить все последующие видео. До новых встреч! Смотрите обязательно мастер-классы на моем канале. Пока-пока!